Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером дождались нашего стрима, нашего эфира с Костем Бондаренко, известнейшим украинским политологом. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый вечер. Очень рад, друзья, что вы ждете, что пишете комментарии, что волнуетесь. Не волнуйтесь, все идет по сценарию на самом деле. В общем, предвосхищать никакие события мы не будем, а попытаемся просто разобраться. Сегодня очень такой звучный, да, как бы эфир будет по названию. Я отдельно хотел бы, чтобы мы уделили время режиму, как бы кирпичам основным, фундаменту и так далее, потому что то, что сейчас происходит, действительно, блогер, тиктокер, юный, ну как юный, он юный на вид, на самом деле ему там 27 лет, блогер Назарчик из Западной Украины, с Львова, который критиковал, высмеивал в ТикТоке Зеленского, вынужден был бежать, скрывался, мытарство, вот это все. Он же, понимаете, он сделал, на самом деле все так думают, что люди, которые там юмором занимаются или там такие развеселые, они ничего не понимают. Он сделал просто открытие, да, будем, Константин Петрович, с вами говорить. Он термин предложил и обоснование, я его прочту, мы с вами разберем. Зеленизм, вот, в Украине. То есть, понимаете, вот насколько вот глубоко все это сидит, это все мы будем обсуждать. Единственное, что я всех попрошу оценить, что я сегодня в той майке, которая вам нравится. Будем говорить про редкоземельные металлы и сделка, которая на грани срыва. Конечно, поговорим о перемириях, 9 мая, о параде. И всех прошу присоединяться по QR-коду, который видите на экране возле меня. Этот QR-код — это возможность написать на экране все, что хотите. Сообщество YouTube традиционно работает в формате «Вопросы заблаговременно». Мы с него начнем, ну, точнее, как бы подключим сразу после закрытого клуба зрителей в Телеграм-канале. Тоже всех приглашаю. И потом перейдем к чату. Но чат не дремает, потому что он голосует в нашем сегодняшнем опросе. Опрос звучит так. Какое перемирие будет достигнуто? На ваш взгляд. Бессрочное 30 дней, 60 дней, ко Дню Победы или никакого? Вот такие варианты. Константин Петрович, давайте с этого начнем. Как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, смотрите, дело в том, что сейчас как раз, скорее всего, можно ожидать, что после баданий разного рода, после всех этих вот разных предположений относительно перемирия, когда лучше его там, к чему его приурочить, на 30 дней или на 3 дня и так далее, скорее всего, мы придем к определенному знаменателю, согласно которому, ну, это не инсайда, это скорее мои логические размышления, логические выводы. Скорее всего, вот этих 3 дня, которые будут, которые озвучены Путиным, 3 дня перемирия, плавно превратятся в более длительное перемирие. По крайней мере, попытаются так сделать, чтобы 11 мая перемирие не закончилось. Угу. Ну, то есть 9 мая, а потом будем А потом, продлевать. Но тут соответственно, же очень важный момент. Чтобы продлевать, нам нужны прямые переговоры. Сам факт Украины и России. в Готовы том-то на и дело. Банковой к прямым переговорам? Смотрите, по моим данным, это то, что сейчас как бы Зеленский готов вот, пойти на то, чтобы фактически объявить о том, что он отзывает свой указ, вот, аннулирует свой указ. Это вполне в его силах. И разного рода отговорки, что необходимо решение Верховной Рады, абсолютно неправильно. Вот. Ну, не Верховная Рада принимала запрет. Рада национальной безпеки и обороны, Совет национальной безопасности и обороны Украины. Вот. Дальше указ президента. Октябрь 2022 года было принято вот это действительно не совсем умное решение относительно запрета на ведение переговоров с Российской Федерацией. Что касается самого Зеленского, тут же сейчас речь не идет о том, что это обязательно должна быть встреча Зеленского с Путиным.
Речь идет о том, что необходимо дать возможность уполномоченным лицам, тому же Ермаку, например, вот, начать вести переговоры с российской делегацией. Я вот как задам вопрос. Время-то поджимает. Остается буквально, ну, там, пару дней. Да, Вроде как есть инсайды, что на пятницу СНБО. да. Я так понимаю, что, ну, то есть готовятся какие-то решения. Говорят, что по вам, Арестовичу, Олежко. Ну, то есть это уже слитая информация. Уже публично мы можем прочитать, что Да, конечно. будут санкции, да. Но тут же возникает очень интересный политтехнологический ход. То есть взять и объявить еще кого-то там врагами, подсанкционными, нехорошими людьми, а тихонько снять этот запрет. В этом задумка. Ну, в частности. Но дело в том, что само снятие запрета на переговоры, оно не будет каким-то триггером там, для каких-то событий в Украине. Почему? Условно говоря, не поднимет там условный Белецкий, вот, там не снимет полки с фронта или корпуса и не пойдет на Киев после этого. Ну, не будет этого на самом деле. И поэтому я думаю, что значительная часть населения Украины, граждан Украины, отнесутся с пониманием, потому что все-таки переговоры начнутся. Будет хоть какая-то надежда на то, что война сможет остановиться. Уже второй вопрос – это вопрос потери территорий, уступок территориальных, то, без чего фактически мы не сможем обойтись. Вот это может послужить определенным триггером. Что будем уступать? А это уже вопрос, потому что на сегодняшний день Соединенные Штаты говорят о том, что вы должны уступить потерянные территории, то есть все, что Путин завоевал, это его, условно. Путин говорит о том, что нет, вот нас это не удовлетворяет, пусть Украина уходит полностью с территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, оставляют этих три области в границах в административных границах. Вот. Тогда мы будем удовлетворены. Украина говорит, что мы вообще ничего не собираемся признавать. Ни Крым, ни Луганск, которые потеряны полностью, ни Крым и Луганская область, ни те потери, которые мы сейчас потеряли на востоке Украины, Донецкой, Херсонской, Запорожской областях, мы этого ничего не признаем. Вот это Украина, и, соответственно, мы никогда не согласимся на то, что нам новые границы нарисуют сейчас. Очевидно, что будет очень серьезный спор, и, скорее всего, последнее слово будет за Соединенными Штатами. В каком виде? Последнее слово. Ну вот А, смотрите, мы сейчас становимся на трек вот этой сделки по недрам. Да, Опасный трек. да, Тут выходит Шмыгаль. Всех радует. Говорит, смотрите, классно все, супер сделку подписали, вообще современную, ну, да. потушно, говорит. А вроде как должны западные, ну, там, представители средств массовой информации писать, что, ну да, слушайте, ничего себе, договорились. Но Financial Times, Bloomberg выходят с разгромными инсайдерскими материалами о том, что там все вообще на тоненькую и может сорваться в последний момент. Конечно. Более того, вот буквально перед нашим эфиром я вот прочитал в соцсетях о том, что якобы снова что-то затормозилось и снова сейчас пустили по очередному кругу это дело. Так, что касается самой постановки вопроса относительно подписания соглашений. А вспомните, 2 месяца назад вот, все говорили только о редкоземельных металлах. Только о редкоземельных металлах. Вот. То есть их 17 всего этих редкоземельных металлов, из них 2-3 интересуют Соединенные Штаты на территории Украины, не так много этих месторождений, и все говорили о том, что они труднодоступны, их там еще надо достать. Вот. А потом вдруг оказалось, что это соглашение уже не только о редкоземельных металлах, а о недрах в целом. И, соответственно, под это соглашение подпадают теперь у нас и нефть, и газ,
Вот, и, соответственно, и алюминий николаевский глиноземный, вот, и так далее, и так далее. Графит фактически, укрграфит когда-то Клюеву принадлежал, вот, и так далее, и так далее. То есть огромное количество разного рода месторождений, вот, это все подпадает сейчас под интересы Соединенных Штатов. Об этом никто сегодня не говорит, что как-то уж слишком расширился их диапазон интересов, и не редкоземельными металлами едиными. Плюс ко всему говорят о том, что Соединенные Штаты претендуют на целый ряд очень жирных объектов, там, тех, которые действительно могут приносить большую прибыль. А какие Я у уже нас, говорил, подождите, какие у нас Николаевский, объекты жирные? тот же Николаевский глиноземный, который я о нем говорил уже потом, плюс ко всему большое количество как раз именно перерабатывающих предприятий на юге Украины. И, соответственно, в этом Не, стойте, отношении стойте, стойте. электростанции. Электростанция это отдельно, Да, сейчас поговорим про да, Запорожскую и так далее. Подождите, то есть по этим всем предприятиям летит за эти 3 года, и причем там, ну, ущерб я понимаю. достаточно серьезный. Нет, ущерб, Или вы серьезный имеете ущерб, в виду это не значит. предприятие, то, что можно с земли выкопать, отмыть и продать? Смотрите, Александр, одно дело это если металлургический комбинат, на котором остановили Домну, и эту Домну запустить уже невозможно. Это один момент. А другой момент это те предприятия, которые, некоторые из них работают просто не на полную мощность, а некоторые просто ждут своего повторного запуска. Так что Мгм. металлургические комбинаты как раз Соединенные Штаты не интересуют. Значит, Шмыгаль дал, ну, 2 ремарки по этому поводу. Да. Первое. Шмыгаль дает сутки. Сутки на то, чтобы вот это все будет подписано. Мол, Свириденко в пути. Она вот Мгм. там как бы поменяла уже 3-ю лошадь, мчит, так сказать, прям вот по глади океана, рассекая волны. Вот. За океан, и вот Свириденко все подпишет в ближайшие сутки. Это первый такой мячик он бросил. А второй, на который мало кто обратил внимание, ну как, обратили внимание. Но ведь это тоже вписывается в контекст сделки, и умный человек, он немножко как бы настороженно воспринимает эту информацию. Шмыгаль вчера буквально заявлял, что 40% газодобычи Украины уничтожено. Мгм. Потому что обстрелы были, потому что все. То есть, смотрите, вот этот пирог, который пытаются продать в этой сделке, газ, да, ну, нефть это там отдельная история, ну вот газ. Хотя они там сопряжены между собой по форме добычи. В общем, 40% минус. То есть, Нет, я понимаю, а это что мы кому продаем? То есть, ну, и что подождите, дело получим в том, взамен? что нет, мы продаем недра. То, что уничтожено на сегодняшний день газодобыча, например, в тех или иных регионах, это не означает, что эта газодобыча не будет восстановлена. Особенно если зайдут Соединенные Штаты. Другое дело, что большое количество месторождений, которые у нас подаются как вот наши украинские месторождения, где мы добываем газ, они практически исчерпаны запас. Нет, конечно же, они не могут сравниться с российскими месторождениями. Конечно же, мы по объемам далеко отстаем, но все равно вот мы передаем фактически значительную часть своих недр, передаем Соединенным Штатам. Вот. Это... Хорошо, перейдем от экономической. Ну, то есть, смотрите, Да, кстати, я еще один только момент хотел сказать. У нас же постоянно кричали перед войной еще, что Украина обеспечивает себя газом за счет своей внутренней газодобычи. Вот. И тут вопрос, Украина и дальше будет себя обеспечивать, только вопрос, а кому будут идти эти деньги? Кто будет получать эти деньги, чей бюджет будет получать эти деньги? давайте вот поймем, что все-таки эта сделка, ее подписание, не подписание, это определенный маркер дальнейший. Но мы видим очень странную позицию Соединенных Штатов Америки. Выходит Кулеба сегодня и говорит о том, что если бы США вышли из переговорного процесса, нам бы нужно было перекреститься и идти в церковь свечку ставить за здравие президента Трампа. Потому что он типа вот нас оставил в покое и хорошо. Правда, не уточнил Кулеба в какую церковь, ПЦУ там или какую-то другую церковь, но это как бы детали. Ладно, не будем придираться к Кулебе.
Не, ну, понятное дело, что количество лопат в Украине, с которыми он предлагал воевать, оно не зависит от поставок со стороны Соединенных Штатов. Лопаты у нас есть и свои собственного производства. Это я Вот. понимаю. Это Кулеба такое, глаголит. То есть это, мол, успокаивает их, хорошо все, все хорошо. Вместе с этим мы слышим заявление, что если США там, они готовы уйти, причем это уже повторяется несколько дней, несколько там, правда, несколько дней подряд на очень высоком уровне. Но сегодня вдруг Соединенные Штаты выходят и выдают историю, что а что это ты, мол, Путин, не идешь на 30 дней? Фамилия Брюс, не Уиллис, а просто Брюс у помощницы Рубио, то есть спикера Госдепа. Эта женщина вышла и прям вот в ультимативной форме говорит о том, что, мол, Путин, мы вот с Украиной договорились 30 дней, а Путин не хочет. Чего так? Смотрите, не обращайте внимания на разного рода заявления, которые идут сегодня сплошным потоком и противоречат друг другу. Вот. Их главная задача – это фактически запутать всех, создать определенную такую информационную пелену, вот, за которой фактически происходят какие-то дипломатические движения. Вот. Чем больше будут вбросов, чем больше будет разного рода там, наездов взаимных, разного рода там, громких заявлений, которые будут обсуждать, тиражировать и так далее, тем проще проводить там какие-то свои действия. Да, на сегодняшний день не согласован целый ряд моментов, остаются несогласованными. Между Вашингтоном и Москвой, между Вашингтоном и Киевом. Понятное дело, что между Киевом и Москвой в принципе нету сейчас как бы переговоров. Но Соединенные Штаты пытаются сыграть роль такого разводящего. Подождите, почему нет переговоров? У них все хорошо. Потому что они запрещены Зеленским в октябре 22 Я думал, между Вашингтоном и Москвой. Нет. Между Вашингтоном и Москвой идут, я говорю, между Москвой и Киевом. Да, все, да. Да. Вот. Что касается этих вот нюансов, как раз эти нюансы необходимо, иногда эти нюансы как раз являются основным камнем преткновения. Поэтому, как там дьявол прячется в мелочах, вот эти мелочи необходимо досогласовать. И именно для того, чтобы была возможность досогласовать эти мелочи, поднимается вот этот крик, какофония различная, вот огромное количество разного рода заявлений, третьестепенных лиц, там, четвертостепенных лиц, вот, которые там начинают что-то комментировать, сливать какие-то инсайды, говорить о том, что что-то происходит или не происходит, что-то Трамп поменял позицию, вот, Трамп чем-то доволен или недоволен, сам Трамп начинает выступать, потом его сын начинает там какие-то твиты публиковать, то есть и все, каждый этот вот момент считают, что это какой-то знак, некий знак. Реальные знаки мы увидим только тогда, когда начнутся действительно серьезные переговоры, серьезный переговорный процесс. Вот. А сейчас мы действительно имеем дело с большим количеством информационных поводов, не более. Так, а как тогда разобраться? Вот смотрите, есть вот тут и дело, что мы не разберемся. Есть три таких момента, то есть Да. 3 блока, в которых надо немножко ориентироваться. Блок первый. США уходят. Кулеба говорит хорошо. Блок второй. США поддерживают Украину, чтобы было 30 дней. Да? Да. Блок третий. Путин говорит прямые переговоры. Александр, смотрите, дело в том, что будет следующий вот момент. Скорее всего, сейчас речь идет, я говорю гипотетически, на основе той информации, которой там владею, опять же, я не ручаюсь за ее достоверность. Скорее всего, сейчас речь идет именно о перемирии. Пока что идет речь о перемирии. Далее, и Трамп хотел бы, чтобы это перемирие наступило в самые ближайшие дни. Вот, тем более, что сейчас нарастает там разного рода события в мире, которые не позволяют длительное время фокусироваться исключительно на Украине, на украинском вопросе. Не самый главный вопрос с точки зрения политики Соединенных Штатов, не самый главный. Тем более, что сейчас вот начинаются там разного рода события там, на границе Индии и Пакистана. Вот, плюс ко всему, Трамп уже лавры миротворца уже получил в Африке, там, где уже заявили Конго и Руанда, что готовы идти на перемирие, на мирные договоренности. Это тоже очень важно. И для многих американцев это, возможно, не менее важно, чем война в Европе. Да ладно.
Посмотрите, какое количество чернокожего населения и выходцев из Африки в Соединенных Штатах. Вот. Нет, просто, Так что, понимаете, получается, я почему так реагирую, не да, потому что там, а потому что получается, что Конго и Руанда, да, им проще договориться, чем у нас. да, именно. Именно, так что им проще договориться. Очень часто бывает договориться. У них более длительная история взаимоотношений в этом отношении. Так что вот, ну и плюс ко всему, знаете, несоизмеримость, скажем, например, тоже Конго, это 112 миллионов населения. Ну, по сравнению с Украиной, Украина это четверть Конго, по большому счету. Вот, так что, так, вот. Ну, одним словом, да, да. Это мы Чекушка просто Конго, недооцениваем получается, да. Африку. Мы недооцениваем Африку по многим показателям. Вот, что касается данной ситуации, вот, да, там Трамп уже примирил там, две страны, но в дальнейшем он надеется на то, что это перемирие, которое вот, наступит сейчас, перерастет в некий мирный процесс. Вот. И старт этого мирного процесса, скорее всего, даст личная встреча Трампа и Путина. Они готовят личную встречу. Первоначально говорили еще раньше, что это будет весной еще, потом, ну, в марте, возможно, потом в Белом доме сказали, что не раньше мая, потом начали говорить, что, возможно, где-то числа 17 мая в Эр-Рияде, потом сказали, что нет, в Эр-Рияде этой встречи не будет, но очень скоро после Эр-Рияда будет эта встреча. Поэтому я думаю, что в мае попытаются вот, получить и перемирие, и получить определенный переговорный процесс, который может символизировать процесс, ну, скажем, который перерастет в мирный процесс. Задача Зеленского на сегодняшний день – не допустить того, чтобы эта встреча прошла гладко. Вот. Поэтому, я думаю, будет большое количество разного рода и действий, и заявлений, которые будут направлены именно на то, чтобы и не допустить перемирия. Хорошо. Вот эти все заявления, вот эти заявления Зеленского, Костенко и прочих о том, что мы им покажем сейчас, пусть боятся, вот, мы им сейчас сорвем парад на Красной площади, вот это один из элементов. Ну, это какой-то, знаете... Я понимаю, что это скорее блеф, я понимаю, что Не Зеленский блеф. в данной ситуации занимается бравадой определенной, но сам факт, вот, что определенные круги, в том числе на Западе, в том числе в Европе, в Великобритании, во Франции и так далее, не хотят этого перемирия. Им это перемирие не надо. То есть не только мира, а вообще перемирия даже не хотят. Партия войны на сегодняшний день сильна. Партия войны сильна, она сосредоточена сегодня в структурах глобалистов, она сосредоточена сегодня в западноевропейском политикуме. Вот. Яркие представители этой партии войны Стармер, Макрон, примыкающий к ним сейчас Мерц, который так, восходящая звезда немецкой политики. Я буду оппонировать вам. Что значит Давай. партия войны? Они не смогли насобирать 225 тысяч для того, чтобы в Украину это ничего отправить. Не значит. Они хотят, чтобы война продолжалась даже без их Они сорвали участие контрпарад в Киеве, да. Константин Петрович. Да, я понимаю. Это вообще позорище. Я абсолютно... Нет, я с вами соглашусь разве что в том, что сам контрпарад был позорищем. Сам контрпарад, проведение контрпарада, это уже само по себе позорище. То, что они сорвали, это хоть какое-то благоразумие, потому что они сами поняли символичность этого действия. Ну, приехали бы они 9 мая, и их бы сразу же начали бы обвинять, причем не только российские СМИ, но и американские подхватили бы это, что вот посмотрите, вот здесь вот как раз как бы парад победы происходит, парад ко дню победы, вот на Красной площади. А кто собирается тогда в Киеве? И что они там, значит, в пику? Ну, одним словом, они сами поняли, что символизм, подобного рода символизм, он
это в стиле только разве что 95-го квартала. Они не захотели быть там юзаками кошевыми, вот, и поэтому они как бы в Киев не приехали. Но это не значит, что они снова не начнут собирать какие-то саммиты для того, чтобы поддержать некие, как они это называют, миротворческие действия в Украине, но на самом деле к миротворчеству они не имеют ничего абсолютно. Вот. Поэтому я и говорю о том, что партия войны, она сильна в Европе, она сильна в Украине. В Украине она сосредоточилась вокруг Зеленского. Зеленский является олицетворением этой партии войны. И Зеленскому крайне невыгодно, чтобы эта война заканчивалась, потому что сыпется вся система, сыпется весь режим в таком случае. Прекращается вот это состояние, при котором Зеленский заменяет собой Конституцию или отменяет Конституцию. В стране начинается снова политическая конкуренция, возвращаются определенные законы, а это сегодня ни Зеленскому, ни Ермаку абсолютно невыгодно. А что из себя представляет вот этот режим? Потому что ведь на самом деле, давайте так, понятно, что встреча в Ватикане – это вещь такая достаточно, ну как это, я люблю просто это выражение, и здесь оно вот прям применимо, но с подтекстом. Встреча в Ватикане на стульчиках – это вот все-таки вещь в себе. Очень многие там прям вот смакуют, там мемы рисуют, вот это каждый воспринимает, но все сходятся на том, что это действительно очень такая важная была встреча. И есть мнение, важное, я считаю, и причем не безосновательное, хочу у вас проконсультироваться как у профессионала по поводу этого мнения, по поводу того, что эта встреча, ну вот, Маргарет Тейлор Грин, она говорит о том, что типа это конец, да. Спарц там тоже, ну, те такие очень республиканки, ну и те, которые там, вот выходит Такер Карлсон сегодня, он вообще говорит, Зеленский это враг США. Враг США, и правительство у него вообще там какие-то темные люди, непонятно кто. Это он дает подкаст, интервью, и вот на самом деле, вот с чем я соглашусь, что правительство Зеленского непонятно кто. темные Но на люди. самом деле, вы же понимаете, а зачем нужны понятно кто, если есть Андрей Борисович Ермак? Он же у нас на все руки мастер, он же у нас все, он же у нас и спикер Верховной Рады, и премьер-министр, и министр иностранных дел, и министр обороны, он у нас и, там, я думаю, что он скоро будет и мэром Киева, то есть все у него абсолютно должности, вот все сосредоточены в одном, в этом вот величайшем человеке, там, скажем так, какой матерый Так вот, человек. мой вопрос, он заключается в чем, понимаете? То есть но есть мнение, что именно на этой встрече Зеленский выбил себе некие гарантии. Гарантии на переход в следующую власть, в следующую итерацию. И вот тут я опять вспомню, как в начале, ну, я не знаю, может быть, там, следующий курс посетит Костя Бондаренко, курс политической аналитики. Возможно, посещал предыдущий, это никому не известно. Но вот я вспоминаю опять блогера Назарчика, он дает следующее определение. Это его как бы в публичном пространстве, просто чтобы не говорили там, что кто-то чего-то взял. Это вот он дал это понятие и дал расшифровку. Я хочу, чтобы вы прокомментировали сначала саму расшифровку с научной точки зрения, а потом мы это наложили на происходящее. Зеленизм. Социально-политическое явление, зародившееся в Украине в начале 22 года, характеризуется непонятной, болезненной, скажем так, страстью к президенту Зеленскому. Его сторонники, зеленисты, в скобочках зелебобики, не могут объяснить эту любовь к нему, кроме как оправданием его в примитивной форме, словом «бонефтик», что можно сравнить со стокгольмским синдромом, то есть оправдыванием человека, который тебя обидел. Самая тяжелая форма зеленизма – это смесь человеконенавистнических идеологий, шовинизма и дискриминации по национальному, языковому и религиозному признаку. Что скажете?
Ну, очень любопытное определение, конечно. Но если говорить откровенно, зеленизм – это одна из разновидностей диктаторских режимов, которые очень щедро нам представила Латинская Америка, например, во второй половине XX века. Потому что режим Зеленского, он практически ничем не отличается от режима Стресснера. Парагвая, там, это режима того же там Самосы в Никарагуа, там, это режимов, там, ну, огромного количества режимов, там, Дювалье на Гаити. Да, у каждого был свой колорит, у каждого были свои особенности, но в основе лежало то, что все они были компрадорскими по своей сути, то есть они в первую очередь не национальные интересы продвигали, а интересы транснациональных корпораций. Они были на первом месте. Второй момент – это то, что это были коррумпированные режимы. Третье – они были максимально персонифицированы, и создавался определенный режим, личный режим того или иного лица, вот, которого обожествляли, которого там наделяли определенными несуществующими там, формами и так далее. Фактически мы имеем дело с латиноамериканизацией Украины. Но вместо банановой республики у нас будет такая буряковая республика. Буряково-редкоземельная. Да, очень редкоземельная. Да. Как вам кажется, а то, что сейчас происходит на фронте с продвижением российской армии, имеет риски вспыхнуть большими прорывами и провалами вооруженных сил Украины? Вы понимаете, да, имеет. Но дело в том, что точно так же можно говорить о том, что, а может быть, и не имеет. То есть на самом деле мы не видим серьезных прорывов со стороны России. Вот мы видим дальше там длительное наступление, там, когда там подолгу там воюют за отдельное село. Вот война дронов, она очень серьезно связывает по рукам и ногам наступающие силы. И, соответственно, некоторые виды вооружения, они попросту оказываются неэффективными или малоэффективными в современной войне. Мы видим, что есть определенные проблемы с тем, чтобы делать резкое продвижение там, на тех или иных направлениях. Но точно так же и Украина, оборона со стороны вооруженных сил Украины, она тоже потихоньку, она дает определенную слабину. Вот. Но сказать, что уже сейчас, вот очевидно, что сейчас вот все посыпется, но это будет, наверное, преувеличение. Уже сколько раз было прогнозов, что украинская армия разбита практически, деморализована, что сейчас вот-вот и начнется, они повернут свои штыки против киевского режима. Вот, но все эти прогнозы, они так и остались прогнозами. Вот, мы видим, наблюдаем то, что наблюдаем сейчас. Зеленизм стоит на фундаменте украинской армии? Нет, он сосуществует параллельно плоскости. Потому что в украинской армии тоже такое впечатление, что политическое и военное руководство, они сосуществуют в параллельных плоскостях. И в том-то и дело, что авторитет Зеленского в войсках очень невысокий. Нет некоего бонапартизма, вот, или же там нет некоего культа в армии, культа Зеленского. Зеленский не обладает тем авторитетом, которым обладали некоторые политические лидеры, которых любила армия. Вот. Зеленский – это не Наполеон, не Деголь, точно. Просто если Трамп, ну опять-таки, смотрите, это тоже такое предположение достаточно корявое и очень некрасивое, что условно в Ватикане в эти 15 минут вот все так были воодушевлены, все так прошло, вот это магия, чудо. Чуда было мало по одной простой причине, что спустя несколько дней Ватикана, вот приходят буквально 5 минут назад сообщение, Трамп прокомментировал вот эту историю с редкоземельными металлами, со сделкой вот этой, да, по ресурсной сделке. Значит, США готовы подписать соглашение, но украинская сторона внесла изменения в последнюю минуту.
Президент США об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов в окончании заседания кабинета. По словам Трампа и министра финансов Бессента, соглашение, которое должны были подписать сегодня, выглядит так же, как и во время последних переговоров. Это заявление идет вразрез с сообщением Financial Times о том, что именно Белый дом отошел от согласованных договоренностей, когда украинская делегация уже летела в Вашингтон. Короче, это ты поменял, нет, это ты поменял. Но факт Да, нет, так остается это... фактом. Да, Ну да. так Трамп, подождите, а зачем Трампу сохранять зеленизм в Украине, А никто не если... говорит о том, что Трамп будет сохранять зеленизм в Украине. Зеленский, он-то на растяжке между Вашингтоном и Лондоном. Вот. С Лондоном он-то раньше подписал соглашение. Мы не знаем, о чем там было это соглашение на 100 лет, которое он со Старвером подписывал в начале этого года. Вот. Но сам факт, что сейчас вот, Зеленский, он бы и подписал бы, и рад бы подписать, но звонят британцы и говорят, что слушай, вот, а где обещанное нам? Вот. И, соответственно, вот именно вот этом треугольнике Киев, Лондон, Вашингтон варится вот эта сделка. Эта сделка не потому, что Зеленский хочет сделать лучше украинскому народу и думает про украинский народ. Если бы он думал про украинский народ, он бы обратился к украинскому народу. Вот. Он бы хотя бы собрал бы, там, если не заседание Верховной Рады, закрытое заседание Верховной Рады, то хотя бы собрал бы заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому вопросу. Обсудили бы этот вопрос, сказали бы, что вот мне выкручивают руки, а тут вот такая вот ситуация, мы же должны про народ думать. Нет, этого нету. Потому что он думает про британскую корону, а не про украинский народ в этом отношении, про их интересы. Более того, что Зеленский мог бы пойти на референдум, и это было бы абсолютно логично, потому что я уже несколько раз говорил, что 13-я статья Конституции предвидит, что это собственность народа Украины. И народ Украины должен сказать, он готов отдавать свою собственность в руки Соединенных Штатов или не готов. Вот. Но нет, Зеленский вместо этого ведет кулуарные беседы. Депутаты Верховной Рады жалуются, что Зеленский не показывает им соглашение, держит его в тайне, это соглашение. Свириденко выступает и говорит, не заставляйте меня там отвечать на вопросы, которые там, это, давайте не будем задавать вопросы, потому что это может разрушить и так шаткую конструкцию вот этого межгосударственного соглашения. Вот, что-то готовится в тайне, и понятное дело, что вот эти все изменения в последнюю очередь, они вносятся не потому, что Зеленский думает про маленького украинца, как говорил когда-то Ющенко. Константин Петрович, а если вот как-то попытаться спрогнозировать, за что сейчас торгуется Зеленский? И выторгует ли вот то, за что торгуются? Зеленский за право продолжать войну. За право продолжать войну, не за мир. Потому что он понимает, что наступление мира в нынешней ситуации, оно чревато для него, для его режима, для его людей. Для тех людей, которые сегодня составляют его, вот, основу его власти. Вот. Потому что окончание войны – это крах этой системы. А почему Поэтому, крах? да потому что, смотрите, дело в Нет, ну том, что смотрите, основа власти… система Да, есть, силовики, ну, да, всех к конечно. ногтю. Кого Смотрите, надо, силовики, за которые… борт. Ну, Да, смотрите, есть силовики, которые, будем говорить откровенно, как пауки в банке между собой, которые не составляют единую команду. Вот внутри СБУ там фактически, знаете, вот есть такая игра, когда бегают по кругу, кто первым сядет в кресло, там, а кто последним, тот выбывает. Знаете, вот приблизительно точно так же бегают там и не доверяют друг другу очень серьезно. Вот смотрят волком, там, так, Малюк на Поклада, Поклад там еще там и так далее. Там, все там они являются там заложниками ситуации. Я уже не говорю о взаимоотношениях между нашими силовыми структурами, между ГУР и СБУ, между СБУ и СВР и так далее, которые вот, живут по принципу подстав ближнего своего, иначе ближний подставит тебя. Вот, и так далее. То есть это только видимость этой силы, скажем. Вот. Я не говорю уже о среднем звене, которое это все очень надоело, и они хотят, чтобы это все кончилось поскорее и так далее. Вот. Вот. Потом, соответственно, есть дальше большое количество людей, которые там зарабатывают на войне. Вот. И окончание войны – это конец их бизнеса. Им придется снова искать какие-то пути зарабатывания, новые пути. Им придется переориентировать эту машину.
вот, тендера, там, потом производство или же закупки какого-то вооружения, которое ввозится, которое там липовые контракты на этом вооружении. То есть это многомиллиардные суммы. Вот. Ремонт и так далее. Потом будет большая проблема с представителями ТЦК. Многотысячная армия ТЦКшников. Куда их? Что с ними делать потом? А как их защитить потом от благодарных воинов, которые вернутся, ими бусифицированных, ими мобилизированных, которые вернутся с фронта? И первым делом, значит, обняв жену, сына там или кого там, самая мать, они, это, следующий их шаг будет, это идти бить морду этому ТЦКшнику. Нет, ну там как, как сейчас говорят, если ты не служил, а числишься в ТЦК, то пойдешь на фронт. Третий пункт – это будут как раз деятели наших средств массовой информации, которые пытались внедрять эту пропаганду, что если ты не служил, значит, ты не мужик и прочее, и прочее. Вот тех, кто разжигали вот эту пропаганду всю, они пойдут следом за ТЦКшниками. Это будет следующая волна тех, кого будут потом догонять, бить и, соответственно, и дай бог, чтобы они выжили в этом всем процессе. Вот. И так далее, и так далее. Я говорю о том, что сегодня у власти есть большой ресурс, который заточен на войну. А демобилизация этого всего ресурса – это развал фактически этой системы власти. Им придется отмотать обратно в сторону там, 2021 года, 2022 с их такими мелкими интригами, которые в то время были, вот, с их какой-то нелепостью вот, и всем прочим. Вот, сейчас Зеленского боятся, потому что война сделала его страшным. Вот, мир сделает его снова смешным. Этого они боятся. Ну, подождите. Я бы не сказал, что Зеленский прям страшный. Нет, его боятся. Вы знаете, очень многие полушепотом, вот, полушепотом говорят, что вот не дай бог, только чтобы там до Зеленского. Ну, и Зеленский, я говорю, это как олицетворение Угу. системы. Системы, в которой присутствует и Ермак, и его заместители, и, там, и определенные люди. Каждый сам по себе это может быть милейшим человеком в этой системе. Нет, Но я я к говорю, чему? система, олицетворенная Зеленским. Я о системе тоже. Почему? Ну вот смотрите. Ну вот сегодня проходили мероприятия, ну, там по-своему уже давно в Украине, День пограничника. Угу. Да, он, Зеленский приводит статистику, как вот прям, ну вот Наполеон прям как предводитель войска, там минута молчания, слава Украине, все как положено. Поминают погибших, которые там пограничники там отмечаются. И потом пошло перечисление. Короче, все мероприятие, оно о том, какие пограничники молодцы, герои там и защищают наши границы, да, то есть, ну или там пытаются как-то защитить. Но по большому-то счету, потом пошло перечисление, и он называл ровно те пограничные отряды, которые используют дроны, мордой в землю, стреляют в людей, пытающихся убежать. Сегодня же тоже тяжелое видео пришло, как два парня, его даже не знаю, там, показывать на ютубе. Короче, они-то нормальные, но они очень сильно запутались в колючей проволоке и говорят, мы шли втроем, третьего потеряли, его, ну, спеленали, в общем, пограничники, там очень сильно распанаханные они. И пограничники вот противодействуют этой истории. Вертолеты применяют, все остальное. То есть служба, которая как бы выставлена как одна из составляющих героического войска Зеленского, по сути, охраняет от того, чтобы люди не бежали. Но Зеленский толкает именно эту версию. Абсолютно, я понимаю, да, Зеленский, он буквально несколько дней назад говорил о том, что у нас 600-800 тысяч человек пошли добровольно, а только единицы бусифицировали, да, вот, он не видит никакой проблемы в том, что вот существует вот эта проблема бегства из Украины и фактической войны против своего народа, вот, против тех, кто бегут, то есть он этого всего не видит, он считает, что это нормально. И это тоже основа вот этой вот партии войны. Вот это одно из побочных действий этой партии войны. То, в чем мы живем. Извините, но это
в 21 веке это абсолютное скотство. Но в условиях Трампа, в плане Трампа, нет выборов в Украине. Вы знаете, нет, на самом деле никто не будет вопрос выборов выносить именно в определенный документ. Вопрос выборов проводится совсем по-другому. Есть несколько моментов. Вот. Первый момент – это когда попросту встречаются даже не Трамп с Зеленским, а приходит новый посол Соединенных Штатов на встречу с Зеленским и говорит, что у нас есть мнение, что необходимо провести выборы в Украине. Вот. Зеленский, да мы, это не пожелание. Это не пожелание, это императив. Вот. Это таким образом проводится. И никаких возражений быть не может. Возражения не принимаются. Второй момент, если все-таки возражения следуют, если начинают волынить, вот, есть очень богатая история, большое количество кейсов того, как во многих странах, той же Латинской Америки, той же Африки и других, вот, вместо там, президента вдруг появлялся на экранах телевидения некий бравый генерал или полковник, который говорил, что вся власть сосредоточена в моих руках. Вот, и так далее. Ну и, соответственно, очень скоро потом это временное правительство, которое возглавляет этот путчист, вот, буквально сразу же его признают Соединенные Штаты, а за Соединенными Штатами и их сателлиты. Вот, и так далее. И дело сделано. То есть большое количество подобного рода вещей. Поэтому, а потом уже объявляются выборы. Знаете, сегодня пришли две новости, которые обескураживают. И они касаются вооруженных сил Украины. С одной стороны, внимание, мы создаем космические войска. Венеславский подает законопроект в парламент о том, что космические войска. Его сразу нашлись люди, которые критикуют, говорят, елки-палки, Венеславский. Ровно так же называются войска в Российской Федерации, но они там хотя бы есть. Хотя бы спутники запускают, хотя бы там, ну, оружие космическое, хотя бы даже их ракеты выходят в космос, да, для того, чтобы, ну, собственно... У нас тоже есть спутник. У нас Притула на что деньги собирал? Так это аренда, подождите, то не наше, то надо покататься и отдать. Да, Ну, понятно. смотрите, то есть это вот первая новость. Все, конечно, ну, обалдели с этого, но вот прям закон о космических войсках в парламенте. В том парламенте, который беззубый, бессильный, демонстрирует абсолютную импотентность государства Украина, принимая сегодня очередную отсрочку для тех, кто ушел в СЗЧ и самоволку. Ну, то есть, это уже в принципе можно законом принять, что если ты ушел в самоволку, просто вернись, пожалуйста. То есть, в этот парламент вносят космические войска. Если нет, то нет. Да? Ну, если нет, то нет. Ну, а нормальный закон. То есть, ушел, не вернулся, ну, ладно с тобой. Вернись, вот, пожалуйста, и мы тебе все простим. Хоть противогаз и автомат сдай. Ну, отдай хоть там, да, хоть государственное. Там же как это, подшлемник, там вот эти все вещи. То есть, получается, мы создаем космические войска, параллельно очередной раз показываем, что дезертиры вот так. И третий, как вот вишенка на торте, то есть, да, с сегодняшнего дня распоряжение можно с 60 лет идти воевать. Офицеров будет Генштаб назначать, если у тебя офицерские звания, погоны, то есть после 60, пожалуйста. Слушайте, а я вот сижу и думаю, я знаю человек 15 людей, которые сидят, блин, и ждут 60. Это лично я знаю. Хотя, ну, круг общения, понятно, там по возрасту, это как бы старшие Да, я тоже товарищи. я знаю тоже таких людей, вот, да. Вот, так что, ну, знаете, на самом деле есть ситуация, которую можно назвать имитация законотворческой деятельности.
Потому что реально, ну, вы понимаете, эти законопроекты, они только вызывают нездоровую реакцию у общественности. Вот. И этих же законопроектов огромное количество. Это те, которые только попали в наше поле зрения. Вот. Но то, что сейчас что космические войска, что там, я не знаю, там, я думаю, что следующее это будет там о приватизации земель на Марсе, там, почвы на Марсе, вот, и так далее. То есть они могут принимать все, что угодно. Вот. Все, что угодно, но на самом деле это только имитация парламентской деятельности. Нет, но смотрите, космические войска в то время, когда Кабмин отказывает учителям в повышении зарплаты, отвечая на петицию вчера, это прям Какие, сильно. извините, какие космические войска в Украине? Вот. Ну да, мне скажут, что так мы же думаем про будущее, наверное, что после войны мы построим там сейчас на базе там Южмаша, мы снова возродим там ракетостроение, мы построим свой космодром. Я не знаю, где, правда, его построим, там где-то. Земля вся продана, Когда-то правда, да. да. Нет, когда-то у нас был проект совместного строительства космодрома с Бразилией, вот, и даже начинали при Януковиче. Вот, потом свернули было свернуто все при Порошенко. Уже. Вот это строительство. А в принципе должен был быть построен космодром совместно бразильско-украинский. Все шло тогда своим ходом, пока Майдан не состоялся. Что касается этих инициатив, опять же, за каждой из подобного рода инициатив я вижу в первую очередь желание еще и подзаработать неплохо. Вы же понимаете, что на самом деле за каждым подобного рода законопроектом стоят еще и определенные суммы, которые необходимо выделить из бюджета. В космос никто не полетит, но деньги на космос будут Но выделены. космонавты будут сыты. Конечно, конечно. Вот. Так что это не просто так себе блажь некоторая, это попросту способ зарабатывания денег. Да, ну, деньги деньгами. Близятся вот эти... Ну, будут там еще вопросы, мы будем скоро переходить к вопросам. Я все-таки хотел бы, чтобы вы с исторической точки зрения, и, конечно, как гражданин, как человек, слушайте, а это вот на самом деле очень тяжелый юбилей Победы. Да. Очень тяжелый. То есть были там несколько таких точек, там 50 лет Победы, и дальше 60, 65, ну, были и раньше, ну, неважно. Я имею в виду, что юбилей самый тяжелый 80 лет. То есть, потому что когда приезжают гости на парад Победы, абсолютно бог весь кто. Ну, я имею в виду с точки зрения истории победы советского народа над нацистской Германией. Ну, то есть Китай, там своя история была. Там у них тоже есть где проводить парад и как там площадь вот это. То есть все понимают. Понятно, Средняя Азия, действительно, да. Но когда там выходит там Корчинский и начинает рассказывать о том, что вообще какие-то непонятные там люди, оскорблять эти там среднеазиатские страны и всех гостей парада, когда все выходят, даже я, если честно, Юрий Павленко, очень как бы депутат оппозиционной платформы «За жизнь», когда-то был, сейчас они там как-то по-другому называются. За Он мир и жизнь. да, при Януковиче он возглавлял, ну, он занимался детьми, защитой прав Детским детей. омбудсменом, да. Да, то есть всегда очень выверенные там взгляды. И он выходит и рассуждает, говорит, ну, если не ударим 9 мая по Красной площади, то ударим потом, в следующий раз, но обязательно ударим. Что происходит с этим Днем Победы и с вот этим психозом ударов по Красной площади на парад? Ну, по параду. Знаете, вот вы вспомнили о Корчинском. Когда-то я Корчинского считал блестящим стилистом, вот, провокатором, да, интеллектуальным провокатором, не без этого, но у него было чувство стиля. Вот, у него
были интеллектуальные, большое количество интеллектуальных и достаточно эмоциональных проповедей, как он это говорил. В этом плане он напоминал Эдуарда Лимонова в России. Вот, стиль очень, правда, немножко в другую сторону. Лимонов все-таки был левым по своим взглядам, Корчинский правый. Но в последнее время он начал работать на подтанцовках, скажем так, подзарабатывать там, публикуя от своего имени абсолютно недостоверную информацию. И бог с тем, что там он меня где-то там вспоминал. Причем по его версии я живу в Цюрихе, вот, что я там раздаю каким-то блогерам деньги там, от некоторых олигархов и бизнесменов и так далее, и так далее. Но это, но смотрю, одна публикация краше другой просто. Вот, пошел по рукам, что называется. Но в этой ситуации тоже пошел по рукам. Вот. Когда он определенные такие вот высказывания позволяет. Относительно Юрия Павленко, ну, вы меня удивили, я просто не видел это заявление, хотя в последнее время их фракция демонстрирует такую сервильность. Вы говорите, кто боится Зеленского? Угу. Вот они боятся Да, Зеленского. Они да. боятся Зеленского, они дрожат, что каждый из них видит себя на месте Шуфрича. Дрожат Я и их понимаю. стучат, да. Да, Дрожат, я стучат и понимаю. поддакивают, да. Да, и они полностью солидаризируются сейчас во многом с властью. Посмотрите, как они голосуют, посмотрите результаты их голосований. Ну, чем они отличаются от власти. Ну, поэтому, знаете, вот такая вот постановка вопроса. Что касается меня, для меня день 9 мая был и остается священным. Я это говорю постоянно, я это говорю каждый год. Он является для меня тем днем победы, там никаким днем скорби и так далее, днем победы, потому что это праздник, который вот моя семья, мой род, вот, они фактически, что называется, очень близко восприняли эту трагедию, потому что у меня и дед по отцу, он погиб. Сначала пришло сообщение, что он пропал без вести. Только в 90-е годы мы установили истину, что он погиб. В 1943 году нашли место захоронения. Потом, соответственно, дед по маме, он под Корсунь-Шевченковским был тяжело ранен. Ну, вот, до самой смерти у него не работала левая рука. Вот, и так далее. Дяди моего отца погибли, три дяди моего отца и так далее. То есть можно говорить очень много. Мне бабушка очень много рассказывала про войну, то, что она переживала в ходе войны. То есть это семейное предание, это праздник фактически, завершение некоего страха, некой ситуации, скажем, когда народ фактически смог выдохнуть и понять, что вот беда или там угроза отступили полностью. Они остались в прошлом. И сейчас, когда пытаются глорифицировать те силы фашизма, когда пытаются и нацизма, пытаются, когда сейчас перевернуть историю с ног на голову, лишь бы только там показать фигу в сторону Москвы. Вот у них, значит, День Победы, значит, мы должны говорить о том, что вот Гитлер молодец, вот, а советская армия была, Красная армия была фактически оккупантом Украины. Только ради того, чтобы не выглядеть так, как выглядит в России. Но под это, конечно же, выделялись многомиллионные средства, под это выделялось большое количество денег, чтобы эти тезисы внедрялись в голову. Вот, сработало. Думаете? К сожалению. Александр, к сожалению. Мы наблюдаем это постоянно, уже последние годы, последние десятилетия, мы просто неприкрыто наблюдаем вот это возрождение вот именно тех традиций, которые необходимо было искоренять постоянно. Да уж, ну, все-таки, не знаю, хочется, конечно, верить, что все восстановится, все вернется, но, наверное, это минимальные шансы все-таки. Все-таки, да. Я думаю, что все-таки нет, что все-таки это что будет восстановление здравого смысла. Переболеем и этим. Просто разрушили те памятники, которые
Ты Не уже не, памятниками едиными. ты Понимаете, уже не памятники, воссоздашь. Эти памятники памятники, без уже памяти. руки не туда стоят у Да, людей. больно, конечно же, что рушат памятники, но, с другой стороны, не памятниками едиными. Память воспитывается не памятниками, а передачей определенной информации. Вот. Я думаю, что многократное прочтение сути плана ОСТ, например, того же плана ОСТ, по которому должны были быть уничтожены фактически или же превращены в рабов жители Украины по планам немцев, вот, ну, это больше, сделает больше, чем просто памятник, которому раз в год приносят цветы и так далее. Потому что просто формализация праздника, формализация определенной даты, формализация истории приводит к забвению, к сожалению. Вот. А вот именно то, что может заставить содрогнуться, задуматься, что заставляет каким-то образом переосмыслить, понять, вот это, на это необходимо делать акцент. Да, друзья, подводим итоги нашего сегодняшнего опроса. Какое перемирие будет достигнуто? 1% 60 дней. Ну, это то, что Сибига предложил. Говорит, не хотите на 30, давайте на 60, мы готовы на 60. Ну, такой какой-то цирк устроили с этими днями перемирия. 1% 60 дней, 4% 30 дней, 10% бессрочное перемирие будет достигнуто, и 85%, что ко Дню Победы, ну, то имеется в виду, которое предложает Россия, это 3 дня, или вообще никакого. Спасибо большое, 11 тысяч голосов мы получили, спасибо большое, что нас смотрит 22 тысячи человек. Друзья, поставьте лайки, это очень важно. Это вот прям ваш лайк, это наш пропуск в дальнейшее светлое будущее, несмотря на все санкции, перепоны и всю остальную ерунду. Константин Петрович, что скажете? Ну Или что, так, или не так? народ пессимистично относится самому, к самому факту перемирия, потому что так долго уже говорят про это перемирие, так долго говорят о мире, что, знаете, вспоминается, в принципе, это среднеазиатская мудрость, там, о том, что сколько ни говори халва, вот, во рту слаще не станет. Да? Это точно. Значит, вопросы. Начинаем мы сегодня с клуба зрителей. Пожалуйста, собственно, это закрытый клуб зрителей в поддержку в Телеграме, в поддержку канала Шелест. Там видео залиты, аудио, общение периодическое. И, в общем, так в закрытом формате люди общаются. И вот оставили вам вопросы, буквально несколько вопросов. Давайте с этого начнем. Режим Блиц, пожалуйста. Потом сообщество YouTube и чат трансляции. Поехали. Игорь, доброго вечера, Константин. Почему российская сторона так часто по нескольку раз в день от лиц первого-второго порядка предлагает переговоры напрямую, без предварительных условий? Спасибо. Да, просто демонстрируется, что Россия не является там, той стороной, которая готова воевать бесконечно, что, в принципе, перебрасывается таким образом мяч на сторону Украины. То есть Зеленскому необходимо на это каким-то образом реагировать. Понятное дело, что заявление о том, что мы проводим переговоры без предварительных условий, они наталкиваются все-таки на то, что условия все-таки существуют. Мы это заметили по выступлениям Лаврова, например. Условий названо более чем достаточно, 8 условий, но при этом это называется переговоры без предварительных условий. Но Зеленскому необходимо реагировать. И у него, кроме того, что он говорит, нет, давайте все-таки перемирие на 30 дней, ну как-то более слабая позиция в этом отношении. Так, пропал звук. Звук пропал. Да-да-да, значит, добрый вечер, Константин. Вопрос, что это такой секрет Криворожской школы дипломатии? Молчать на приглашение. Чего добивается Зеленский? Чтоб ему послов прислали? Скорее всего. Вот, да, он, в принципе, когда нечего сказать, он просто молчит. Вот. Это излюбленная форма такая. Это уже не первый раз.
Да уж. Значит, Константин, здравствуйте. Какова реальная выгода для России прекратить боевые действия в обозримом будущем, если эти самые действия единственный аргумент в торгах с Трампом? И второй вопрос. Почему США фактически и не начинали прекращать всестороннюю помощь Украине? Ну, смотрите, помощь Украине значительно на сегодняшний день значительно сокращена. Украина получила фактически то, что ей было обещано еще при Байдене. Она продолжает получать сейчас разведданные и так далее. А что касается переговоров, так переговоры между Соединенными Штатами и Россией ведутся не относительно Украины. Украина является одним из моментов, одной из точек соприкосновения и далеко не самой главной точкой. Это подтверждает и Кирилл Дмитриев, это подтверждают и другие высокопоставленные лица в России. У них большое количество вопросов, которые Соединенные Штаты и Россию интересуют намного больше. Например, совместное освоение Арктики или же там вопросы, связанные с энергетическими, ядерными и прочими программами. Вот, так что, ну, я уже не говорю о том, что они обсуждают вопросы, далеко идущие вопросы там, геополитического сотрудничества, скажем. И вопрос Украины – это только один из камней преткновения для того, чтобы рассматривать другие вопросы, но не самый главный. Константин, здравствуйте. Анализируя будущие выборы, вы обычно оцениваете шансы тех, кто мелькает в политике сейчас. Буданов, Залужный, Ермак, Порошенко, Белецкий. А что если одним из условий РФ по мирному договору будет условная денацификация с устранением всех майданных персонажей из политического поля? Что если русские потребуют, чтобы мы выбирали условно между Азаровым, Бойко и Шуфричем? Как вы оцениваете такую вероятность? Спасибо. Россия может подобного рода предложения делать или же требования только тогда, когда, если бы российские войска стояли где-то возле Львова. Вот. В нынешних условиях я думаю, что это нонсенс, никто не будет подобного требовать. Максимум, что будет требовать, это равных возможностей для политиков, которые сегодня находятся в Украине, и тех политиков, которые находятся в эмиграции, в том числе на территории России, хотя закон запрещает им принимать участие в выборах. Но, опять же, в ходе переговоров можно поднимать вопросы коррекции закона. Что же касается самой ситуации, знаете, на фоне вот этой всей электризации настроений в Украине, на фоне вот этого психоза, который существует сегодня в Украине, я бы хотел бы увидеть, как Медведчук, Мураев или Азаров приехали в Украину для того, чтобы вести выборы. Вот. Как долго они проживут просто, несмотря на охрану и Вы прочие там думаете, гарантии. прям... Именно, потому что на самом деле уровень ненависти, не потому что есть ненависть конкретно к гражданину, например, там, Медведчуку Виктору Владимировичу или там, гражданину Азарову Николаю Яновичу, а есть работа пропаганды, промытые мозги и прочее, и прочее. Что, вот, есть жизнь по принципу свой-чужой, враг, друг и прочее, черное-белое и так далее. И, соответственно, есть огромное количество людей с промытыми мозгами, с вывихнутыми мозгами, люди, которые страдают там ПТСР и так далее, там, и которые потом будут, которых очень легко направить относительно того или иного персонажа. Добрый вечер, Александр. Константин Петрович. Вопрос. Заинтересовали плакаты за спиной Александра? Это намек на 4 возможных участников будущих президентных выборов? Если да, то помогите разобраться, кто на плакатах зашифрован. Заранее спасибо за ответ. Значит, Да. ну, по поводу плакатов тут не все видно. Значит, да, то есть хорошее наблюдение, потрясающее. Значит, Джокер, женщина, сильная женщина, we can do it, мы можем это сделать. Эйнштейн, который за любовь, которая Да. всех спасет. И там дальше за кадром не видно боксер. Да. Рокки. Да. Вот единственное, я не могу понять, кто у нас Эйнштейн. Неужели Залужный? Ну, Он же у доктор. нас Ну, доктор наук. Он вообще сегодня выдал на гора, говорит, я не слушался Зеленского, когда был главком. Отстаивал Ну, свою точку зрения. ну. Значит, Но Зеленского он мог не слушать, но послушал в результате Ермака. Ермака, да. Ермака Да. послушал. М,
Константин, доброго вечера Александру. Константин Петрович, Россия заявила, что готова вести с Украиной переговоры без предварительных условий, то есть, чтобы закончить войну, Украина должна подписать капитуляцию дипломатическим путем. С этим заявлением категорически не согласен Зеленский, хочет подписать капитуляцию военным путем. Разница только в том, что в первом случае обойдется без жертв, во втором тысячи погибших не обойдется без жертв и со стороны гражданских, к сожалению. Неужели мировые элиты этого не замечают или им совсем уже не жаль Мировые украинцев? элиты, ну, скажите, пожалуйста, когда мировые элиты думали про народ, не только свой, но и просто какой-то непонятный народ, который живет на какой-то территории в центре Европы и прочее. Вот. Какое дело Стармеру до слез рядового украинца? Ну, это да. Да. Поэтому на самом деле это расходный материал. С точки зрения мировой политики украинцев просто воспринимают как расходный материал, которых необходимо бросить именно или принести на алтарь своих амбиций собственных. Понятное дело, сама Европа воевать с Россией не хочет, а вот руками украинцев или за счет жизни украинцев завсегда пожалуйста. Так, добрый вечер, Наталья Яковлева. Вопрос, почему на фоне вроде как договоренности о мире и подписания договора про недра тут же вылетает сообщение о контракте 60+? Ведь все идет к миру. Зачем такие вбросы? Да, я думаю, что на самом деле как раз речь идет о том, что я уже сегодня говорил об этом, что Зеленский очень надеется, что мирные переговоры будут сорваны. Он Мгм. очень надеется и будет делать все для этого. Вопрос от пользователя Черных. Америка ради заключения ресурсной сделки откажется от проведения выборов. Какие варианты выхода из ада тогда реальные для Украины? Да нет, на самом деле будет сделано так, что выборы станут настойчивой потребностью украинского народа. Полетит Петр Алексеевич Порошенко или Юлия Владимировна в Вашингтон, скажет, что вот, с одной проблемой, с войной мы уже покончили, как бы, слава богу, но теперь же надо вернуть демократические принципы. Вот. И сразу же там большое количество сенаторов, конгрессменов и прочее там начнут говорить о том, что ай-яй-яй, нельзя Украине без выборов. Вот. Мы вот только сейчас увидели, как живется плохо Украине без выборов. Надо провести выборы. Выборы честные, под нашим контролем, вот, и так далее. Вот. И повторяюсь, я уже сценарий сегодня рисовал, что если Зеленский скажет, нет никаких выборов, народ меня любит, и Украина без меня невозможно, вот, то ему покажут, что возможно. Без выборов. Да, тут в чате трансляции пишут, ребята, Эйнштейн это Арестович. Хорошая идея, почему бы и нет. Значит, добрый вечер. Значит, после того, как Константин Цуриков задает вопрос, после того, как киевский князь Юрий Долгорукий с дружиной основал Москву, все ратники куда-то уехали или остались в Москве и продолжали осваивать земли. Новгородцы основали Киев, киевляне Москву. Кто сегодня воюет? Новгородцы не основывали Киев, это точно так же, как и киевляне не основывали Москву. Первое упоминание о Москве, это не значит, что ее основал Юрий Долгорукий. Юрий Долгорукий просто в 1147 году написал черниговскому князю Святославу, вот, приедя братья на Москву на пир. Вот. Но это не значит, что он ее основал. Археологи говорят, что Москва существовала уже в X веке. По крайней мере, поселение на месте Москвы, поселение, и торг, вот, они существовали уже скажем так, в X веке. Вот, а вот первое упоминание – это совсем другой момент. Александр Элли спрашивает, спасибо за гостя, за Константина Петровича. Вопрос к Константину. Как считаете, будущие лидеры Украины сейчас находятся за границей или сидят в украинских тюрьмах? Да, я думаю, что и так, и так. На самом деле и ходят на свободе некоторые. Некоторые, наверное, либо воюют, либо демобилизовались. Некоторые находятся в эмиграции. Но в целом, я думаю, что вопрос политического лидерства и формирования политического ландшафта – это тот вопрос, который займет еще некоторое время в Украине, потому что, да, появятся новые люди. Вот. Возможно, многих мы просто не знаем сейчас. Изя Шниперсон, вопрос. Как вы думаете, Россия признает выборы в Украине?
смотря как они пройдут. Я думаю, что это будет элемент консенсуса. Один из моментов, которые неформально в дополнительном протоколе, которые будут обусловлены между Россией и Соединенными Штатами, это вопрос проведения и, главное, признания результатов выборов. Так, значит... мгм. Там Шелест, задай мой вопрос, в чате пишут, но он улетел. Время прошло. Значит, многие спрашивают, так что, будем биться до конца? Вот конкретно Дмитрий Власов. Фамилия еще такая, Власов. Ну, нет, так вопрос, это то, что Зеленский хочет предложить. Вот, воевать до последнего украинца. Вот. Ну, так что я думаю, что все-таки здравый смысл будет доминировать. Мне вообще вот нравятся вот наши зрители, они вот такие игривые. Вот мадам Рум пишет, а согласится ли Зеленский, как думает Константин Петрович, на 30 дней перемирия при условии открыть границы? В том-то и дело, что он же сейчас запускает даже определенный тезис, что до тех пор, пока не будет подписано окончательно мирное соглашение, вот, не будут границы открываться. Хотя у нас границы закрыты на основе военного положения. Вот, то есть военное положение у нас действует, очевидно, до тех пор, пока идут боевые действия. Вот. Если будет отменено военное положение, значит, должны быть открыты границы полностью. Причем во многих странах боевые действия не сопряжены с закрытием границ. Вот. Во многих, в большинстве конфликтов, вот если мы посмотрим на большинство конфликтов, которые имели место в мире, вот, границы не закрывались. Так что это украинское ноу-хау, по большому счету. Всеволод Буянов, вопрос. Какое отношение к гетману Выговскому Мазепе и почему до сих пор про улицы, да, до сих пор улицы носят название в честь коммуниста Скрипника? Ну, этот вопрос, это то же самое, что Козицкий, губернатор Львовской области, поднимал вопрос о том, почему во Львове улица Винниченко существует, улица имени коммуниста Винниченко. Вот, но я думаю, что на самом деле сама по себе постановка вопроса, что кто-то из исторических деятелей должен быть вне закона, там, потому что он принадлежал коммунистической партии, или же там был неправильным, или же там нам не нравится его позиция, там нравится или не нравится, поэтому его надо вычеркнуть из истории и полностью там снести памятник, переименовать улицы в честь его. Это, в принципе, форма общественной болезни, которые переживают многие общества, но потом они выздоравливают. А что касается Выговского и Мазепы, исключительно как к историческим личностям, без чрезмерной глорификации или же там без чрезмерного очернения. Понятное дело, что они были продуктами своей эпохи, что они были там действовали в свое время, в свою эпоху, и поэтому их необходимо воспринимать не сквозь призму нынешних идеологических шор, а исходя из той ситуации, которая сложилась именно в данной ситуации в 17-18 веках. Так, вопрос. Как думаете, как думаете, батальон КНДР будет на параде Победы на Красной площади? Насколько я знаю, не заявлен никакой батальон КНДР, хотя все же меняется. Так что вроде бы собираются в России там, бойцов из Северной Кореи награждать, даже там представляют их к званиям героя некоторых. Ну, пока мы тут отвечали на вопрос, сильная женщина упала со стены. Вот, да, так Что не что может, выбыла из гонки. выбыло из гонки, то есть уже осталось меньше кандидатов, что не может, так сказать, не заставить задуматься. Да. Вот такой еще вопрос. Значит, так. Ну, понятно, что на территории... Вопрос, что вы думаете о западных границах Житомирской и Винницкой областей для России? Ведь там, там охранять меньше. Спасибо, мира и добра. Юрий Новоскольцев. То есть, а что там охранять меньше?
западных Не, границах. я представляю, да, западная граница Житомирской, а почему Винницкой областей. Если говорить про границы до Украинской Советской Социалистической Республики до 1939 года, например, то западная граница тогда, наверное, не Винницкая, а Хмельницкой области. Там протекала река Сбруч, и протекает. Вот. А так, ну, извините, пожалуйста, но есть реалии нынешней войны. Я понимаю, что многие там занимаются шапкозакидательством, как с украинской, так и с российской стороны. Многие там кричат там о том, что да кто вы такие, там вообще, да мы сейчас вот пойдем, да мы еще не начинали, вот, да мы сейчас покажем. Извините, пожалуйста, уже показались. Одна из величайших трагедий нашего века и нашего времени. Вот. Мне кажется, что пора заканчивать. Ну, конечно, пора заканчивать. Уже пора заканчивать и разгребать то, что вся... Как правило, те, кто кричат, что мы требуем войны до победного конца, они воевать не собираются. Вопрос Константину. Почему вы, как историк, скрываете от украинцев, что политическое украинство было создано и существует только для борьбы с Россией и всем русским? Это ведь главная причина создания Украины. Кто говорит, что я это скрываю? Знаете, Пользователь, да. да, я понимаю, так что пользователь просто, наверное, находится в плену каких-то своих стереотипов. Да, я говорил постоянно, вот мой лекционный курс, который был, вот что на самом деле как раз активизация украинства и переход его в политическую плоскость начинается именно в начале 20 века, 19 века, извините, в начале 19 века, благодаря полякам, благодаря польским деятелям, которые хотели таким образом создать определенную группу, которая бы фактически разрушала Российскую империю изнутри. Да, это не секрет. Когда Трамп ведет санкции на Банковую, интересуется пользователь. Это вопрос к Трампу. Насколько мне известно, санкционные кейсы подготовлены. Вопрос только, будут ли они запущены и когда будут запущены, это вопрос исключительно к Трампу. Да, друзья, всем, спрашивает еще про Добкина не один вопрос. А что вы знаете, где сейчас Я не знаю, я видел в Добкин? начале войны, он там где-то воевал, появлялся в форме там и так далее, вот, поддерживал ВСУ, вот, а дальше я как-то потерял его из виду. Да, друзья, всем большое спасибо. Константин Петрович, я очень благодарен вам тоже за то, что Спасибо. выделяете время и в среду, несмотря ни на что, ни на какие санкции, все равно доносите свои мысли. И вам большое спасибо, дорогие друзья. Подписывайтесь, потому что мы с Константином Петровичем никуда не собираемся пропадать по средам. Это Наоборот. правда. Да. Это правда. Я тоже надеюсь, что в следующую среду мы встретимся. Вот, да, у меня есть большая надежда, что в следующую среду встретимся. Ну, просто есть там определенные личные обстоятельства, которые вот пока что ставят под сомнение, но я буду очень стараться в среду 7 числа снова быть с вами. А вы, дорогие друзья, подпишитесь на телеграм-канал Костя Бондаренко и уважьте YouTube-канал, он тоже официальный, тоже, собственно, это не враги, все нормально, и на нем выходит лично Константин Петрович и отвечает на вопросы зрителей примерно в таком же формате, как у нас рубрика, только час-два, поэтому милости просим. 2 часа, да. Спасибо большое за рекламу. В основном 2 часа. Следующая такая встреча будет 16 мая. Вот раз в 2 недели мы обычно общаемся, но в этот раз вторая неделя, вот как раз бы на 9 мая, вторая пятница, вот на 9 мая как раз выпадает, поэтому мы решили перенести на 16 уже одну неделю, на одну неделю дольше. То есть. Поэтому, друзья... 16 мая в 20:00 по Киеву будет мое общение. Буду отвечать на вопросы. Вопросы предлагаю ставить заранее. Поэтому, друзья, не теряемся, держимся вместе. Ваш лайк, он всегда полезен и помогает. Никто не выбывает. Продолжаем следить за ситуацией. Где бы вы ни были, помните, что все-таки любые войны заканчиваются. И очень потом важно после войны честно смотреть в глаза друг другу, там, собеседнику, комментаторам, аудитории, просто людям.
И вот это нужно помнить. Всем добра и света. Буквально через полчасика проект «Шум». Подведем итоги дня. Поэтому я не прощаюсь. Ну, Константину Петровичу желаю хорошего вечера. Спасибо большое и до новых встреч. До скорого. Добра и света.